Если честно, я не хотел снимать это видео, но вы так сильно за меня переживали, вы столько писали слов поддержки, что я считаю чем-то обязан перед вами, поэтому я решил поделиться с вами. Ну и мне нужна снова ваша поддержка. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей, сегодня у нас с вами будет влог. Сегодня я буду пить чай. Такой полу мукбанг, друзья. Но это будет все-таки не мукбанг, это будет сегодня будет влог. Друзья, я не знаю, с чего начать. Я просто нахожусь в информационном вакууме. Мне не хватает сейчас понятия, что произошло. Я не знаю, понимаете, я не хотел снимать это видео, и у меня даже вообще нету слов. Но еще раз говорю, только делаю потому, что вы за меня переживали. В общем, друзья, мне требуется 4-я операция. Мне поставили диагноз гинекомастия молочных желез. Теперь давайте поподробнее тем, кто впервые смотрит это видео. Я вам вкратце объясню, что в прошлом году у меня была 1-я операция по гинекомастии молочных желез. И мне удалили на левой груди полностью молочную железу. И удалили, и что-то пошло не так. Я потом на протяжении 3 месяцев ходил с дыркой вместо соска. У меня отсох сосок, ну, по медицинскому названию некроз. Вот, в общем, мне удалили омертвевшую ткань, я с дыркой ходил 3 месяца, меня обрабатывали. Тогда было принято мною решение, я посоветовался с близкими, что я не буду раздувать скандала. То, что вот это учреждение, онкологический центр, в котором делали операцию, они взяли на себя обязательства, мы собрали консилиум. Они сказали, что такое бывает, к сожалению. Но хочу уточнить, что такое, наверное, впервые в нашем городе, может быть, даже в Казахстане. По мне, наверное, будут учебники писать медицинские. И, в общем, я ждал своей участи, когда мы на консилиуме договорились, что мне проведут пластику левого соска, мне его восстановят как смогут. Вот. И одновременно вернуться к правой груди, чтобы там произвести удаление грудной железы. Ну, тем, кто давно на моем канале, всю эту историю знают. Особенно недавно я лежал в больнице именно на той операции, которую мне сделали. Мне восстановили сосок, я уже не знаю. Конечно, он не выглядит естественно, друзья. Конечно, там еще требуется какое-то вмешательство, чтобы он симметрично как-то смотрелся, но визуально смотрится, что он на месте. Но как-то я не буду сейчас это показывать. Если будет потребность, а скорее всего мы с вами еще вернемся к данному видео, буду сейчас себя успокаивать зефирочками. Это мне одни из друзей, близких моих друзей, когда узнали мою историю, что она продолжается, подарили мне тут кучу всяких сладостей, говорят, чтобы тебе было легче. Такая сладкая поддержка, друзья. Ой, вы думаете, знаете, как мне сейчас сквозь улыбки это говорить? Я не знаю. Ну, в общем, друзья, операция прошла успешно. Мне удалили в конце марта месяца произвели операцию, удалили молочную железу. Выписали из больницы, сосок целый, этот восстановили, швы сняли. Я хотел сделать видео, но, знаете, после больницы накопилось столько рутины, что я никак не мог добраться до этого видео. А еще у меня есть вот такая вот мармеладка-тропиканка. Я люблю тебя, Марина, с каждым днем все сильней. Чё к чему? Друзья, настроение, такое настроение, что изнутри я пытаюсь себя сдерживать, чтобы
не взорваться, потому что на что я сейчас пошел, это требует неимоверных сил, особенно моральных сил. В общем, я закончил свое лечение в этом онкологическом клинике. И меня отправили донаблюдаться, как положено, после операции в свою семейную амбулаторию. В свою семейную амбулаторию, где меня там уже любят и ждут. В общем, я пришел к терапевту. Мне дали направление на анализы. Но после операции проверить, я так понимаю, нету ли какой-то инфекции, ничего ли мне не занесли, ну, все ли идет процесс восстановления нормально или нет. В общем, мне дали направление на анализы и дали направление, как положено, к онкологу, чтобы он посмотрел, как проходит заживление, так скажем, после операции. Онколог, в конце апреля я уже был на приеме у онколога, спустя месяц после операции. И он спросил, нужно ли сделать УЗИ. Я говорю, ну, моя любимая фраза за последний год, ну вы же врач, и вам решать. Вот, естественно, говорю, если надо, то давайте делать УЗИ, потому что, ну, как? Ну, давайте посмотрим, что там, все ли у меня хорошо. Я даже на секунду представлять не мог, что меня ждет, друзья. Это трэш. Мне дали направление. Я пришел на это гребаное УЗИ. Вот он у меня есть снимок. Что, друзья, вы думаете? Меня врач спрашивает, УЗИст, так назовем ее, УЗИст, что, ну, я не знаю, как это сказать, вы понимаете, у меня нет просто слов. Она говорит, что вы были на операции, я говорю, да, удаление, да, но у вас не удалили. Я потерял дар речи. Я лежал как вкопанный минуты 2, наверное. 3. Я не мог ничего сказать. Я говорю, в смысле? Ну, опять же, мы же должны понимать, что она просто делает УЗИ. Она же не... Как она мне может ответить на этот вопрос, если я сам не могу ответить на этот вопрос? То есть я перенес 3 операции, и в итоге... Мне ставят до диагноза, мы сейчас с вами дойдем. И в итоге УЗИ показывает, что мне ничего не удалили. Но это было уже в начале мая. 6 мая я сделал УЗИ. Ну и я не стал никому ничего говорить. Я думаю, дождусь осмотра онколога. И уже онколог вынесет заключение. Ну, то есть даст мне вот такую вот бумажку с печатью и со своим диагнозом. К онкологу я попал где-то числа 12 или 18, наверное, где-то так. О, да, 18 мая. У меня же вот заключение. Этот онколог знает всю мою историю, что мне пришлось пережить в прошлом году. Он посмотрел на вот этот снимок. Я вижу, что у него зашевелились брови. Я у него спрашиваю, говорю, ну что вы скажете? Он так и сказал, это пиздец. Я говорю, в смысле? Он говорит, Алексей Геннадьевич, у вас гинекомастия. Он ее не удалил. Мы долго просидели в кабинете. Я не знаю. Мы просто были в шоке. То есть вы понимаете, человек первый раз, ну он отрицает, что это была его вина. Первый раз сделал операцию и лишил меня соска. Потом мне обещали хороших, лучших хирургов, которые восстановят сосок. Ну, я думаю, ну раз они будут сосок восстанавливать, они и гинекомастию произведут правильно, лечение.
В итоге он вскрывает мне грудь, сосок, да, что-то там делает. Может быть, он там записку оставил следующему хирургу. Как, знаете, записка времени. Но я смеюсь над этой ситуацией, понимаете? Чтобы мне легче было пережить. Потому что если я не буду смеяться над этой ситуацией, я впаду в депрессию. Я впервые в жизни сталкиваюсь с вопросом касательно моего здоровья. Я тут уже понимаю, то, что вот эти бесконечные операции могут привести меня вообще, наверное, к инвалидности, блядь. Ой. Знаете, вот я не раздумывал. Я даже ни на секунду не раздумывал. Я сразу сказал онкологу, что я ждал вашего заключения. Я ждал вот эту бумажку. Я я с ней. А у меня тут, понимаете, вот два файла вот этих всех заключений, операций. Я пойду жаловаться. Я больше молчать не буду. Я этому врачу дал шанс. Я не стал в прошлом году писать кляузы. Мы мирным путем урегулировали этот конфликт. Ну как? Ну как так можно, объясните мне, дураку, блядь? Ну как можно было на проблемном пациенте сделать еще раз косяк? У меня сейчас нет никакого сомнения, что я точно ни за какие ковришки я не лягу больше в эту больницу. Тем более к этому недохирургу, я так могу сказать смело, потому что если он не опытный врач, он должен был эту операцию делать вместе с опытным врачом. Мы все люди, мы все понимаем, опыту надо набираться где-то, на ком-то. Это простейшая операция, которая меня прицепила к этой клинике уже на год. Я пересмотрел весь интернет. Я такого ни разу не видел. Я говорю точно, друзья, по мне будут писать книжки. Книжки. Ой. Конечно, мной было принято решение. Буду писать жалобу. Причем жалобу буду писать не в Министерство здравоохранения. Не буду писать жалобу непосредственно в клинику. Врач, ну, я не знаю, здесь есть врачи. На моем канале есть врачи, я знаю. Напишите, так это или не так. Врач врача прикроет. Поэтому я однозначно, я еще в прошлом году сходил к юристу. Мне посоветовали обратиться в департамент контроля качества и услуг по Восточно-Казахстанской области. Сказали, что это независимая организация, она не зависит от медицины, и там точно разберут вашу жалобу и определят, кто прав, кто виноват. Ну и дальше, чем это закончится, решать мне судом или мирным урегулированием. Поэтому, друзья мои хорошие, дорогие мои подписчики, я говорил в предыдущих видео, что, возможно, это не такая уж и страшная трагедия, которая со мной произошла. Я знаю, что есть люди, у которых посерьезнее заболевания, и они тоже ругаются, судятся, не знаю. Но это произошло со мной. Я тоже имею право на защиту своего здоровья. Поэтому поймите меня правильно. Я делаю это видео, чтобы... я знаю, что вы любите меня, вы любите то, что я делаю. И я не мог не поделиться с вами. И я еще раз вас прошу. Сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка. Потому что мне предстоит сейчас бороться уже, как сказать, вот с этой махиной, с медицинским вот этим вот всем. Я не знаю, кто прав, кто виноват. Для этого, еще раз говорю, я и обращаюсь с этой жалобой. И сегодня, на момент съемки, сегодня... А какое у нас сегодня число? Сегодня 20...
22 мая. Видео выйдет чуть попозже, потому что запланированы другие видеоролики. Поэтому, друзья, вот 22 мая я принял решение, я сходил в этот департамент, чтобы написать заявление. Мне попросили сделать второй независимый снимок. Ну, то есть у нас есть снимок семейной амбулатории. Заметьте, это не частная клиника, это наша обычная государственная клиника, семейная амбулатория. То есть мне попросили сделать снимок теперь непосредственно в самой онкологии. То есть мне предстоит еще один визит. Теперь уже, знаете, в мой, не дай бог, второй мой дом, потому что за вот этот год я туда находился выше крыши. Знаю каждый коридор, знаю каждого дворника, знаю каждую техничку, знаю всех, блин, там. В общем, меня попросили сделать второй снимок УЗИ. Именно там, в онкологии. Ну и якобы сказали, что настолько эта тема серьезная, это серьезное обвинение. Поэтому, чтобы не получилось так, что якобы в семейной амбулатории аппаратура подкачала именно в этот момент и показала снимок, что у меня гинекомастия молочных желез. Причем онколог прощупывал грудь и сказал, что именно вот эта болячка, она прощупывается. Сейчас вы зададите вопрос, а сам ли я чувствую ее? Я не знаю. Мне еще немножко некомфортно трогать грудь. Месяц прошел после операции. Немножечко еще некомфортно ее трогать. Но она не болит, но как-то некомфортно. Или у меня уже такие впечатления уже от этого всего. В общем, друзья, вот такая история. Буду делать на следующей неделе. Получится на этой, значит на этой. Если нет, значит на следующей неделе делать второй снимок. Если понадобится, пойду в частную клинику делать снимок. И здесь меня уже никто не остановит. Я иду жаловаться. Причем я настроен до последнего. Моя цель определить виновных, чтобы виновные понесли наказание. И чтобы мне определили, где я буду проводить четвертую операцию, наипростейшую операцию, где я ее буду делать. Мне надо, чтобы мне помогли определить это заведение, может я его сам найду, но я, возможно, столкнусь с тем, что мне придется делать теперь уже платно. Платно эта операция стоит 500 000 плюс-минус, где-то 500 000 тенге. И поэтому, если я буду делать платно, то, пожалуйста, пусть мне оплачивают или онкология, или вот этот недохирург, пусть мне оплачивает эту платную операцию. Вот, если я буду делать бесплатно, то пусть это будет явно не эта онкология, пусть это будет Астана, Алма-Ата, я не знаю, какой-нибудь из городов, но тогда пусть проживание, лечение, проезд, лечение какое-то мне дополнительно будет тоже кто-то оплачивать. Потому что мне придется переехать в другой город, грубо говоря, на 2 недели, это где-то снимать квартиру, я не знаю, жить. Вот, в общем, друзья, вот такая история. Я приготовился, морально я уже приготовился идти до конца. Терять нечего, грудей уже все равно нет. Ну как нет, одна-то еще пока не удалена, эта-то удалена. Как-то так. Поэтому, друзья, в последнее время, может, вы уже заметили, в последнее время мне очень тяжело даются ролики. Я делаю обзоры, постоянно запинаюсь, постоянно теряюсь перед камерой. Дело в том, что я не профессиональный блогер, хоть уже и 3 года каналу.
Я такой же человек, как и все, у меня есть эмоции, и сейчас все мои эмоции, сейчас все мои мысли, они направлены на вот эту вот проблему, которую нужно решить. Поэтому я надеюсь, что благодаря этому департаменту восстановится истинная а, причина, Господи, восстановится правда. Если правда не восстановится, то я готов идти дальше. Есть у нас и прокуратура, есть у нас и, в конце концов, и Министерство здравоохранения, есть у нас и журналисты. Я надеюсь, что мы эту проблему решим. Ну как надеюсь? Я всегда верю. Я и в этот раз был уверен, что операция пройдет успешно, что врач явно уже не допустит ошибок. Но не будем зарекаться, друзья. Не будем зарекаться. Поэтому когда вы у меня спрашивали, как прошла операция, я всегда говорил, что давайте дождемся полного восстановления, и я тогда отвечу на ваш вопрос. И вот этот момент настал, и пока нет второго снимка, я почему-то с уверенностью могу сказать, что операция прошла неуспешно, операция прошла второй раз неудачно, и дай бог, теперь я буду с пристрастием искать следующего хирурга, теперь буду очень с пристрастием искать следующего хирурга, и надеюсь, что найду опытного хирурга, который наконец-то избавит меня от этой проблемы, которая у меня есть. Конечно, мне врач-онколог говорил, что ты можешь жить с этим заболеванием, постоянно наблюдаться, ходить к врачам. Я об этом говорил. Я просто уже повторяюсь. Может быть, повторяюсь для тех подписчиков, которые недавно присоединились и не знают всю эту историю. Но если у вас есть время, то вы можете. Я оставлю все видеоролики, их не так много, их там, по-моему, 3 ролика, чтобы вы полностью погрузились в мою проблему. Если вам это надо и интересно, то вы можете посмотреть все ролики, начиная с прошлого года. Вот, они будут в описании этого видео, я их оставлю в комментариях, я их оставлю в подсказках. Друзья, еще раз прошу вас, поддержите меня. Мне сейчас, правда, искренне нужна ваша поддержка, чтобы не сдаться в этом нелегком бою. Это у меня все. Я не знаю, что еще добавить. Неохота просто уже повторяться. Но просто добавить нечего. Я еще раз говорю, я нахожусь в таком недопонимании, что это было, что это было за шоу. Я не знаю. Для чего это была операция? Что он там делал? Зачем он вскрывал? Зачем он запустил туда воздух? Зачем он вскрывал? Что он удалил? Ведь он мне сказал, я удалил. Что он удалил? Не знаю. Но мне придется еще раз все это удалять. Нет слов, друзья, нет слов. Поэтому, если вам интересно, то пишите. Пишите, я буду делиться с вами следующими моими шагами. Как говорится, расскажу эту историю до конца, чем она закончится. Я надеюсь, Бог даст мне это сделать и договорить. Надеюсь, меня не доведут в могилу с таким лечением. Поэтому, друзья мои, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я знаю заранее, что вы будете писать слова поддержки, слова сочувствия. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо большое. Вот честное слово, для меня вы стали уже, ну, как родные какие-то братья, сестры. Но мы и есть от Бога все братья и сестры. О, как я далеко пошел. Надо завязывать видео, друзья. Все, мне надо идти работать, снимать вам следующие обзоры. Поэтому ждите. Спасибо большое. Все, всем пока-пока.